Кого ты, блядь, масон? Так и будешь сидеть, да? Ну да. Краткий обзор книги смотрите по подсказке в углу. Первым... Это показал? Сюда. Да мне сюда засунете. Хотя коня... Конядец. Аманда Лизерман. Покерная журналистка. Все, я уже все не хочу. Кто из звезд покера приходит вам на ум первым, когда речь заходит об этой игре? Вероятнее всего, одним из первых в памяти всплывает человек, сделавший для популяризации этой карточной дисциплины в 20 веке больше других. Лицо канадского профессионала Даниэля Негриано плотно ассоциируется с образом покериста в сознании людей, хоть сколько-нибудь следящим за индустрией. А сосчитать любителей игры, мотивированных им попробовать себя за столами, просто невозможно. С вами Академия покера. И сегодня мы рассказываем об игроке, которого уже сейчас можно назвать легендой покера, несмотря на относительно молодой возраст и не самые лучшие результаты в последние годы. Это ролик о Даниэле Негриано. So that was one where I was like, what am I doing? After I did it, I'm like, what are you doing? Why are you putting 2 million in here? Stop! Too late, I already put them in. Не забудьте отметить ролик лайком, нажмите на подписку и колокольчик. Отправляемся в Торонто, штат Онтарио, Канада. Бурные ранние годы. Здесь 26 июля 1974 года в семье румынских эмигрантов родился будущий покерист. Его отец Константин был обычным электриком, хотя еще на родине, будучи сиротой, прошел довольно сложный путь в не самых законных сферах. Мать Ани была домохозяйкой и занималась воспитанием 2 сыновей, хотя при этом занималась и выпечкой, продавая ее в своем районе. В доме царили скорее европейские, чем американские порядки. Здесь всегда с удовольствием принимали гостей. Мать накрывала на стол, а отец не стеснялся угощать алкоголем даже друзей своих сыновей. Хотя в Канаде для этого нужно достичь 18 лет. С раннего возраста Даниэль верил, что станет богатым. Он говорил маме, что построит дом из палочек от мороженого и переедет в Калифорнию. В школе он отличался умом, но в то же время постоянно подвергался наказаниям за плохие манеры и поведение, что влияло и на успеваемость. Несмотря на маленький рост, Даниэль не имел проблем со сверстниками, хотя сам он отмечает, что в этом скорее заслуга его брата. Тот, еще будучи подростком, был почти 2-метрового роста, всегда был готов встать на защиту младшего члена семьи. Первой мечтой Даниэля была карьера актера. Он даже прошел кастинг на роль в фильме «Приключения Пеппи Длинный чулок». Но проект закрыли, после чего юный Негриано отказался от плана покорения Голливуда. А вот главным хобби юноши был бильярд. В отличие от баскетбола и бейсбола, где ему явно не хватало физических габаритов, орудовать кием он мог не хуже других. Кроме того, что партии почти всегда проходили на деньги, вокруг бильярда существовало сообщество, объединенное азартом и практиковавшие карточные игры и спортивные ставки. Тусуясь в этой среде, юный Даниэль постепенно начал зарабатывать пусть и небольшие, но деньги. Собственно, здесь он и познакомился с покером. Уже к 16 годам Негриано окончательно поставил крест на учебе и посвятил всего себя азартным играм. Он покинул тесное сообщество бильярдного клуба и переключился на казино. Кроме того, он постоянно искал возможность попасть в закрытые игры нелегальных клубов. Удивительно, но хоть мать будущей звезды и была против такого досуга своего сына и настаивала на продолжении учебы, отец его полностью поддержал. Сам в свое время, поднявшийся с самого дна, он дал сыну полную свободу на пути к мечте. В этот период Даниэль познакомился с дилером одного из казино Эвелин Ненге, которая также родилась в Торонто и в будущем сделает неплохую покерную карьеру. Негриано помог ей освоить все нюансы игры и был ее наставником вплоть до ее участия в крупных сериях. К 22 годам Даниэль накопил банкролл, который он посчитал достаточным для покорения Лас-Вегаса. Но первая попытка покорить стрип оказалась провальным. Проиграв почти все сбережения, он вернулся в Торонто. Такой удар, тем не менее, не заставил его отказаться от мечты. Даже после многократного повторения этого цикла, накопления банкролла в Торонто и проигрыш его в Вегасе, он упорно продолжал свой путь. Он проявил отменное трудолюбие в работе над игрой вне столов, долго изучал особенности в стратегиях других профессионалов и однажды звезды
звезды сошлись. Одна из попыток оказалась удачной. Даниэль смог выйти в плюс и стал завсегдателем за покерными столами Лас-Вегаса. Кстати, чтобы избежать многих ошибок на начальных этапах обучения, вам обязательно следует ознакомиться с книгой «От фиша до акулы». Краткий обзор книги смотрите по подсказке в углу. Первый задокументированный выигрыш Негриано составил скромные $1050 за 10 место в турнире Orleans Open. Это случилось 23 июля 1997 года, а уже через 2 недели он выиграл первое событие. Это произошло не в Вегасе, а в Лос-Анджелесе, а призовые составили $18 800. В декабре в Фоксвуде прошла серия World Poker Finals. Негриано принял участие в 3 событиях, заняв 2 первых и 1 шестое место, что принесло ему около 55 тысяч призовых и титул лучшего игрока серии. Вдохновленный он возвращается в Вегас. В апреле 1998 года Даниэль регистрируется для участия в своем первом событии мировой серии в СОП по подлимитному холдому и сразу берет первое место вместе с браслетом, получая почти $170 тысяч. Это был первый рекорд Даниэля. На момент победы ему было 23 года, что сделало его самым молодым обладателем трофея мировой серии. Собственно, это вместе с юной внешностью дало повод для появления его знаменитого прозвища Kid Poker. Следующий крупный выигрыш случился в 1999 году на чемпионате Америки, где он взял первое место в турнире за $7,5 тысяч и пополнил банкролл на $210 тысяч. В 2000 году он попал в призы лишь дважды, зато первый год нового тысячелетия стал настоящим прорывом. 16 попаданий в призы при 4 первых местах. В 2003 году Негриано берет свой второй браслет мировой серии в турнире, состоящем из 4 разных покерных дисциплин. Победа приносит ему более $100 тысяч. Еще в 3 событиях серии он попадает в призы. В этом же году он пробует себя в мировом туре ВПТ, где занимает 7 место в летнем турнире в Париже. А уже 2004 год становится для Даниэля одним из лучших в карьере. Он отмечается 5 попаданиями в деньги на ВПТ и 6 на ВСОП. При этом сразу 2 победы в событии мирового тура приносит более $1 миллион каждая, а суммарный выигрыш достигает $4,5 миллиона. По итогам года Негриано признается игроком года мировой серии мирового тура и в мировом рейтинге по версии журнала Card Player. Еще 3 браслета мировой серии пополнили список достижений канадцев в 2008, 2013 и 2014 годах. В 2014 году Даниэль получил свои самые крупные призовые в карьере – $8 300 000 за второе место в турнире хай-роллера в рамках мировой серии Big One for One Draw. Sweet, yeah, that works, okay. Чтобы перечислить все знаковые события, где отметился Негриано, не хватит и часа, поэтому ограничимся общими цифрами. Суммарный выигрыш в живых событиях составляет на сегодня почти $51 900 000. Это 5-й результат в истории покера, хотя до 2019 года он был первым. Сейчас выше Негриано в рейтинге находятся только Дэн Смит, Стивен Чидвик, Джастин Банома и Брин Кенни. Правда, на пятки канадцу наступает белорус Никита Бодяковский, который показывает куда более стабильные результаты. На протяжении последних лет у Даниэля откровенно не складывалось, было не так много трофеев, на некоторых отрезках он даже уходил в минус. Самый провальный стал 2016. Тем не менее, Негриано не теряет оптимизма и работает над игрой в надежде прервать 10-летнюю засуху без браслетов мировой серии. Новый 2024 год он начал с победы в Poker Go Tour. Yeah. I win. Cool. Nice. So first time I won the first tournament of the year in my life. It's cool. Fun. Okay, what now? Give me some money. В 2005 году Негриано решил разнообразить свою деятельность. Он принял участие в написании обновленной легендарной суперсистемы Дойла Брансона. Кроме того, в этот период он выпустил и 2 собственные книги «Покерная мудрость» и «Силовая покерная стратегия». С 2007 года канадец становится амбассадором Poker Stars. Он покинул команду на тот момент крупнейшего мирового онлайн-рума в 2019 году и через пару месяцев стал лицом GG Poker, который
который вскоре выйдет на первое место по трафику. В 2014 году Негриано заслуженно вошел в зал славы покера. Впрочем, за свои достижения он мог попасть туда и раньше, но мешал возраст. По правилам в клуб нельзя зачислять игроков, не достигших 40 лет. Даниэль еще с середины нулевых годов стал завсегдателем телевизионных шоу и комментатором. Яркая харизма и доброжелательность сделали его самым узнаваемым покеристом своего времени. Насыщенная жизнь канадца имеет много значимых и интересных отметок. Выделим некоторые интересные факты из нее. Негриано заядлый веган и борец за права животных. Даже в его одежде никогда не встретится элемента из натуральной кожи или меха. Покерист старается поддерживать отменную физическую форму. Он постоянно занимается в тренажерном зале и следит за питанием. Даниэль все же исполнил детскую мечту и принял участие в съемках нескольких фильмов: «Везунчик», «Люди Икс. Начало», «Росомаха», «Штука», «Наказание» и «Насыщенный», а также в паре сериалов. В большинстве картин он играет самого себя или условного покер-про. Несмотря на румынское происхождение, Даниэль считает себя настоящим канадцем и обожает хоккей. Он даже коллекционирует форменные кофты разных команд. Сейчас у него их более 50. Негриано часто использует этот элемент хоккейной экипировки как собственную униформу в покерных соревнованиях. Любимый клуб Негриано — Торонто Мэйпл Ливс, но в 2016 году он поучаствовал в создании команды Лас-Вегаса Vegas Golden Knights. Хотя канадец старается не афишировать личную жизнь, известно, что в конце нулевых он недолго был в браке с Лори Лин Уэйбер, а затем состоял в отношениях с мисс Венгрия Кристиной Полгар. После того, как красавица изменила покеристу, пара рассталась. В 2013 году Даниэль принял участие в телепроекте «Миллионер-матчмейкер», аналоги «Холостяка», где сблизился с блондинкой Линдси Блаулок, но они остались просто друзьями. Затем Негриано некоторое время жил с девушкой по имени Мариса, но настоящей любовью Даниэля на протяжении более 10 лет была Аманда Лизерман, покерная журналистка, с которой они часто пересекались. В 2019 году, после нескольких неудачных попыток построить отношения, пара все же решилась на союз и с тех пор остается вместе. Еще до брака Даниэль и Аманда иногда проводили время вместе. Одна из случайных встреч закончилась посещением вечеринки в гей-клубе. Фото Негриано с голым торсом и своей будущей женой на фоне взорвало покерное сообщество и до сих пор остается поводом для шуток и подколов со стороны коллег. Даниэль любит компьютерные игры, а в середине десятых годов увлекся проектом Hearthstone, карточной онлайн-стратегии по вселенной Warcraft. Since I got a Boom and a Ragnaros, the Fire Lord. I sound like such a nerd, I love it! В некоторых трансляциях с участием Даниэля от него можно было услышать русские бранные слова. Нет, Негриано не знает Пушкина, но некоторую лексику перенял из разных источников. Любимая игра канадца — техасский холдем, но он является разноплановым покеристом и принимает участие в турнирах по семикарточному стаду, амахе, шордеку и другим редким дисциплинам. В прошлом году во время прогулки по Аке Даниэль наткнулся на своего молодого поклонника, который пригласил звезду на домашнюю игру со своими друзьями в честь окончания школы. Канадец согласился и пришел на игру, вызвав настоящий восторг как у юных участников, так и у подписчиков своего блога. Oh no. GG. There goes the college fund. All right, let's go, baby. Yeah! Yeah! Негриано активно поддерживает благотворительные инициативы. Он сотрудничает с фондами, занимающимися лечением онкологии у детей и обеспечением водой африканских регионов. Как видно, канадская легенда покера уже имеет биографию, достойную экранизации. Ведь это действующий профессионал, переживший вторую покерную молодость. Сможет ли Даниэль прервать десятилетний период неудач мировой серии и пополнить список трофеев еще одним браслетом? Последние результаты говорят о том, что это вполне возможно. Хотя молодые конкуренты, которых он в свое время вдохновил на покерную карьеру, наступают на пятки, обаятельный канадец остается одним из лучших игроков современности. Благодарим за просмотр, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, это поможет не пропустить новые ролики. Пишите в комментариях, вдохновил ли Даниэль Негриано лично вас и что вы думаете о его перспективах в современном покере. На канале уже есть биографии других известных покеристов: Фила Айви, Никиты Бодяковского, Фила Хельмута,
Али Мсировича, легендарного Дойла Брансона и относительно новой русскоязычной звезды Артура Мартиросяна, который успел отметиться 2 трофеями в начале нового года. А на этом все. Всем пока-пока.